Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и я вас сегодня приглашаю обсудить тему. Сегодняшний подкаст посвящен теме каблуки, элегантность, яркость, как нужно выглядеть и что правильно, как правильно подобрать одежду. Все это касается нас, девочек. Сегодня, честно говоря, не собиралась я снимать видео, никаким подкастом была не готова, но буквально пару-тройку часов у нас завязалась со зрительницей переписка. В итоге каждый остался при своем мнении, и я хочу с вами обсудить тему. Давайте обсудим в комментариях тему элегантности, каблуков, яркости, все, что нужно, не нужно, и, в общем-то, свои мысли, идеи на эту тему я вам выскажу. Зрительница, конечно, я написала все, что я про это думаю. Ну и, в общем-то, в результате человек разозлился, начал агрессировать, перешел на личности, прошелся по внешности. В общем, это первый признак того, что человек не прав. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Все в мире очень относительно, и, конечно, каждый человек пишет о себе, каждый человек рассуждает со своей колокольни, и, как сказать, пройдя какой-то путь, основываясь на своем опыте, может делать какие-то выводы. То же самое делаю я. Я прошла такой опыт, и у меня жизненный путь такой, и выводы, которые я на сегодняшний день имею, это всего лишь мои выводы, и все, что вы имеете, то, что вы считаете и думаете, конечно, в комментариях напишите, давайте обсудим эту тему. Что под собой подразумевает элегантность? Всегда ли она уместна? Всем ли она подходит? Всем ли она комфортна? Вот такие вопросы нужно задавать, когда вы имеете в виду элегантность. Скажем, элегантность, она не всегда уместна, и она не всем подходит. Элегантность добавляет возраста. Если вы тонкая, звонкая, молоденькая, звенящая, то элегантность вам будет давать, именно подчеркивать эти ваши достоинства на сегодняшний момент. Если зрелая, возрастная женщина будет одеваться строго, элегантно, ну, что значит элегантно? Это юбки-карандаши, смесь с офисным стилем, да, что-то вот такое, платьишки, все такое, все равно это будет добавлять возраст. К выводу о элегантности и как к этому относиться, я тоже пришла не сразу, и к тому, носить каблуки, не носить каблуки, тоже пришла со временем. Надеюсь, что девушки старше 55 лет, вот в том возрасте, в котором я нахожусь, они меня поддержат и, в общем-то, с пониманием к моему мнению отнесутся. Когда вы выбираете свой стиль, да, или какой-то свой образ, основываться нужно в первую очередь на комфорте, на качестве одежды и на том образе жизни, к которому вы ежедневно приходите, сталкиваетесь с чем. Если вы работаете в офисе, естественно, ваш дресс-код, это платье, каблуки, все, что там предписано, вы будете в этих рамках подбирать себе одежду, да. Если, скажем, вы домохозяйка, то, естественно, особый акцент вы будете делать на качественную, комфортную, удобную одежду для дома, что-то из мягких тканей. Естественно, это могут быть спортивные какие-то, классические костюмы, да, есть такое. Вот. Поэтому все зависит только от вашего стиля и образа жизни. Я про себя скажу. Я живу в своем доме, я много времени уделяю занятиям цветочками, бассейном, в общем, все, что какие-то развлечения на улице. В жаркое время у нас тут климат очень жаркий летом. Поэтому, естественно, одежда у меня подбирается в моем гардеробе комфортная. Есть, конечно, вещи, которые надеваю по праздникам. Если на какие-то мероприятия, дни рождения, естественно, это могут быть и каблуки. У меня каблуки, кстати, тоже есть, разные всякие. Я, как говорится, не прям такой супер-пупер противник каблуков. Я за уместность. То есть предполагается, что в повседневной жизни, если вы идете в магазин за хлебом, если вы
пошли на рынок за продуктами, если даже вы пошли в секонд-хенд, лучше всего иметь удобную обувь. Как говорится, именно обувь делает женщину женщиной. Поэтому, если вы на свои ножки надели неудобную, некомфортную вам обувь, то практически все время проведение в этой обуви вам будет доставлять неудобства, дискомфорт, ну и в конце концов это очень вредно. Каблуки это вещь такая не на каждый день, это, конечно, и врачи все про это говорят. После общения с одной из зрительниц я решила просто с вами обсудить, поговорить и рассказать. Возможно, кто-то тоже со мной согласится, кто-то, возможно, согласится с зрительницей. В общем-то, и те, и другие мнения будут интересны, и я надеюсь, что к какому-то единому мнению сегодня мы с вами все-таки придем. Смысл в сообщении заключался в том, что после показа моей одежды, которую я показала, зрительница написала, что одежда невзрачная, что нет элегантности, нет определенного стиля, ну и все в этом духе. На что я ответила, что кому как, на самом деле. Естественно, кто-то любит одежду, вернее, у кого-то стиль жизни такой, и он покупает, соответственно, своему стилю жизни одежду вот такого плана. А мой стиль жизни такой, и поэтому я купила то, что нужно мне. Но как бы зрительница не успокоилась и сказала, написала, вернее, что обязательно нужно, вернее, как там было сказано, что сейчас женщины потеряли свою гендерную принадлежность, начали носить джинсы, кроссовки и совершенно не носят платья и каблуки, и даже молодые девочки надевают на себя мешки, и, в общем-то, одеты все как попало, а я вот такая вся тонкая, звонкая, всегда на каблуках, всегда в платье, в общем, сама элегантность. Ну, конечно, респект и уважуха, да, если вы находите в себе силы, ежедневно посещая магазины, делая какие-то домашние дела, если вы ходите на рынок, если вы ходите там, ухаживаете за детьми, что-то, за кошками, вы всегда на каблуках, но, как говорится, дай Бог вам здоровья, потому что в первую очередь от постоянной ходьбы на каблуках страдает наше здоровье. И я в молодые годы, конечно же, только на каблуках. И, естественно, мы все знаем, что высокий каблук удлиняет ногу, что силуэт удлинить можно с помощью шпильки, с помощью платья. Правильную линию, длину платья тоже там по сантиметрам, по миллиметрам исчисляли. Какой толщины должен быть каблук, какой высоты должен быть каблук. Вот на эту тему все заморачивались, и я думаю, это отошло на задний план, потому что ритмы жизни, темпы жизни поменялись, и приоритеты и цели даже молодых девочек на сегодняшний день тоже поменялись. Ни одна здравомыслящая девушка не будет в повседневной жизни носить каблуки, потому что это быстрое перемещение, это если вы пошли на шопинг, то каблук ни в коем случае не надевайте. Это вот как один из советов, да, которые я могу вам дать тем любительницам секонда, которые любят это делать. Ни в коем случае не ходите на шопинг на каблуках. Вы потеряете здоровье, вы будете отвлекаться, ножки будут болеть постоянно, ну, как минимум 3 часа вы, например, в процессе поиска какой-то одежды проведете, и это очень, так говорится, большая нагрузка, тем более, если ваш возраст к 40 лет. Я уверена, что уже к 35 годам девушки начинают заботиться о своем здоровье, тем более, если период беременности, каблуки ни в коем случае нельзя надевать. В общем, как-то более разумно и бережно относятся к своему здоровью, чем те девушки, которые вот в 50 лет и все на каблуках. Так что в первую очередь, конечно, это здоровье. Следующий момент – это признак, как вам сказать, не то что безвкусно, это отсутствие культуры, что ли. Даже если вы с утра пораньше, я много таких моментов видела в своей жизни, когда мы останавливались в гостинице. Я если видела девушку с утра на завтраке на каблуках, значит 100% она из России, потому что вот никакого понятия о культуре, куда и как, что можно надевать, у человека нет абсолютно.
То же самое это относится, простите, к украшениям. Уместность – это первое, что нужно учитывать. Неуместно одетый человек, он всегда будет смешно выглядеть, он будет всегда нелепо выглядеть и, соответственно, также себя будет чувствовать. Почему я такой вывод сделала? Потому что сама с этим столкнулась. Приехав в другую среду, где другие приоритеты, где другая культура одежды и всего вот этого этикета, да, она, конечно, меня с толку сбила. То есть мы собираемся в гости, я обязательно каблук платья, и я всегда чувствовала себя некомфортно, то есть неуместно, что ли, да, люди одеты очень просто, но когда начинаешь присматриваться к одежде, то она обязательно хорошего качества, она как с брендом, с таким известным, и понимаешь, что одежда не из дешевых, особое внимание при скажем, внешности, да, девушки, женщины, обращается здесь на состояние кожи, ногтей, волос. Я много встречала девушек не здесь, которые одеты на каблуках, с брендовой фейковой какой-то сумкой, да, на лабутенах, но с облезлыми ногтями, либо с непромытыми волосами, в общем-то. Вот такое немножко разные культуры, они все-таки отпечаток накладывают. Так что во многом зависит от того места, где вы живете. А вот девушка, которая мне написала, она написала, что она из Питера. И я знаю, что в Питере одеваются очень аскетично, слово, да, это черные, серые оттенки, темные какие-то, обязательно плоская подошва. И, естественно, если девушка в 50 лет, вот, как говорится, идет вот всю жизнь по своей вот этой вот линии на каблуках, то, естественно, она как-то странновато все равно выглядит. Во-первых. Во-вторых, это как бы по погодным условиям это нонсенс какой-то, да, что как бы слякоть, дожди, а ты как дура на каблуках, в общем-то, тоже себе такое удовольствие. Так что в ущерб своему комфорту, своему удобству, как говорится, вы же женщина, вы потерпите. Вот это вот вариант на сегодняшний момент, он из жизни многих женщин ушел, и слава богу. Как говорится, парики сейчас не носят, ну и слава богу, живенько лучше. Следующий момент, конечно, это ваш... Ну, я уже коснулась вот темы погодных условиях, да, например, у нас здесь жарко в основном, на зимнюю одежду я тут не покупаю, достаточно зиму переходить в какой-то куртке, в легком каком-то пуховичке, в общем-то, практически можно всю зиму проходить в каких-то ботильонах, в кроссовках, и, в общем-то, с этим все дело проще. Ну, вот это к тому, что относится к вашему климату, там, где вы живете. Вот на Урале у нас там без натуральных сапог, без натуральной шубы будет прохладненько, поэтому там вот приоритет тоже отдается вот в эту сторону теплой одежды. Что касается яркости, вы знаете, тоже яркие цвета, они тоже не всем подходят. Опять-таки это касается контрастного уровня, не все оттенки бледных цветов тоже могут подходить. Кто-то может, как сказать, подтянуть этот цвет, кого-то яркий оттенок может заглушать. Тоже ориентироваться вот так абсолютно на всех, как говорится, в общем, по температуре по больнице тоже нельзя. Это очень так индивидуально. И что касается стиля, на сегодняшний день стиль – это ваш образ жизни, да? Это ваше увлечение. Я много здесь встречала девушек очень ухоженных, очень, с хорошей кожей, с хорошим маникюром, с уложенными красивыми волосами, но в каких-то потертых футболках. Ну, это стиль такой, да, есть тоже вот такой стиль, каких-то черных, невзрачных. Но когда вы украшаете одежду, я считаю, что этот вариант намного лучше, чем те яркие цвета, которые бы заглушали вас. И, как говорила Коко Шанель, если вы увидели очень красивую женщину и не помните, во что она была одета, значит, она была одета безупречно. Это относится вот к одежде, то есть вы должны быть в одежде, а не одежда должна вас украшать. Хотя вот баланс этот тоже найти очень важно.
Что касается ценовой категории, это больше относится к вопросу самооценки. То есть, смотрите, я тоже по жизни вывод такой сделала. Чем ниже самооценка у женщины, тем она старается это компенсировать более дорогой брендовой одежды. Это неплохо, не хорошо, я, как говорится, просто констатирую факт, да, который я увидела, что женщина с низкой самооценкой старается свою самооценку подтянуть именно за счет каких-то дорогих вещей, каких-то дорогих украшений. Женщинам с нормальной, здоровой самооценкой вот этого не нужно. То есть у меня, я про себя говорю, тоже про себя любимую расскажу, и я, как говорится, на своем примере вам рассказываю так, чтобы было понятнее. На самом деле мне не важна стоимость одежды, мне не важно, сколько денег я за нее отдала. Мне важно, чтобы она была комфортная, чтобы она как вот освежала, казалось бы, вот простой худи, да, то, что я дома хожу в чем, да, но такой свеженький цвет, он как бы немножечко лицо освежает. И не забываем о том, что чем вы старше, тем оттенок одежды к лицу должен быть более вам подходящим. То есть я по поводу цветотипов тоже не совсем, как сказать, категорично в этом смысле. Хотя вот 10 лет назад я снимала видео по цветотипам, все это разбирала с точки зрения подбора вашего цвета. Это зима, осень, цветотип. И, кстати, многие годы я ошибалась, считая, что мой цветотип осень. Хотя мой цветотип лето. Ну, по той шкале, да, который, ну, кто, в общем, в этом разбирается, не буду в это вникать, углубляться, но, в общем, как-то так. Поэтому неважно, какой оттенок одежды вы к себе примеряете. Главное, чтобы он подчеркивал ваши достоинства, ваши сильные, скажем, стороны, да, чтобы цвет глаз освежал, цвет лица давал сияние. В общем, как-то так, все индивидуально. И вот этого такого жесткого, что ли, критерия, вот такой стиль. Кто-то, возможно, на это и тратит время. Я тоже смотрю и разных блогеров, стилистов, сейчас их очень много, и при этом они очень противоречивые какие-то суждения и примеры показывают и рассказывают, так что особо опираться на них я тоже вам не рекомендую. Опирайтесь именно на свой вкус, на свой взгляд, старайтесь тренировать свою насмотренность, смотрите на картинки, видео, выбирайте то, что вам нравится. То, что вам нравится, это и будет вашим стилем. Искусственно навязанный стиль – это не стиль, это лишь фейковое что-то, что-то не настоящее. То есть, если ваш образ жизни такой, а вы себе навязываете какой-то другой стиль, то это вы, ну, во-первых, вы себя не будете чувствовать комфорта, диссонанс будет создавать, и вот эта гармония в вашей жизни, она, конечно, не будет присутствовать, и я не думаю, что вы от этого будете более счастливыми. Да, по поводу переписки с этой зрительницей, вроде как все у нас мирно, мы разошлись, при этом остались каждый при своем мнении. Я сторонник того, чтобы это все было уместно. Постоянная ходьба на каблуках, это не только неуместно, смешно, нелепо выглядит часто, но и вредит здоровью. Что вы считаете по этому поводу? Давайте обсудим тему каблуков. Как я уже сказала, я не противник каблуков, я сторонник уместности и, в первую очередь, скажем, внимания в сторону здоровья. Ну и, конечно, я надеюсь, что ваши походы в секонды на следующей неделе тоже будут успешными. Надеюсь, все сказала, что хотела на эту тему вам рассказать, мои дорогие. Надеюсь, сегодняшний подкаст вы провели с позитивом, что-то интересное для себя узнали. Возможно, на какую-то тему мои рассуждения вас натолкнули тоже подумать. Если вы что-то надумали, давайте это обсудим. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Следующий показ и поход в секонд-хенд я вас тоже приглашаю. Всем пока-пока.